Всем огромный привет, наши дорогие подписчики. Сегодня у нас много дел, мы выезжаем в миграционку подавать документы. Все, как это будем делать, Татьяна вам расскажет чуть позже. Татьяна там с малышком. Нам готовят кофе. Отправляемся с Владимиром в полицию получать справку и дальше двигаться по нашему ДНИ. Вот такие у нас будни родительские. Укачай ребенка в машине. Сегодня у нас важный день. Мы с Владимиром сегодня получим пекари временные и будем ждать наш ДНИ. С этим пупсиком. Держись. 10 минут еще. А? Военные смотрят камеру. В общем, мы ждем сейчас свою очередь. Будем фотографироваться. Матюша пока хорошо себя ведет. Фотографии взять. Она не надо. Нет, нас там сфотографируют. Вот. Здесь много, кстати, наших соотечественников. Записываю видео, как мы ждем наш номерок, пока качаем Матюшу. Да, приехали в миграционную службу. Здесь просто вообще... Ему такое солнышко запас. светит прям в глаза, дорогой. Что если вы будете приезжать, выйдите лучше на улочку, сделайте младенцами, погуляйте здесь, потому что там дети просто разрываются, кричат. Да. Очередь здесь из Очередь номерков. огромная. Ну, кстати, да, большая. У нас было время с 9 до 10. Но даже в этот промежуток назначают довольно много подачи документов. 9 окошек там. 8. 8? Да, 8 окошек. Все на подачу. Много наших соотечественников. Много младенцев. Многие подают, наверное, по рождению ребенка. Дождались тоже документов маленьких гражданинов Аргентины и подают себе. Так что ждем, как закончим. Выйдем на связь, расскажем вам все, какие документы надо распечатать. Вообще, Да, все мы вот моменты подготовились основательно. чтобы приехать уже полноукомплектованными. Еще мы хотели, конечно, сходить в музей миграции, но своих закрыт. Но зато мы подали документы, сделали такое большое дело и идем сейчас, наверное, прогуляться, что-нибудь покушать. Дорогой
Ну все, мы наконец-таки закончили все процедуры в миграционной службе. Сейчас мы вот в таком прекрасном месте. Это район называется Порт Мадейра. Там вдали можно видеть мост женщины. Здесь такие яхты. Очень красиво. Небоскребы. Вот это здание вообще просто шикарное. Татьяна заказала тут немножечко покушать свою любимую еду. И обычные макароны с мясом. Мы будем есть, начнем, расскажем просто, что мы сегодня завершили подачу документов на ДНИ, миграционную службу, и хотим поделиться просто, с чего все началось. Своим небольшим опытом, можно так сказать. Да, мы зашли на сайт Радекс. Первое, что мы сделали, да, и подали заявку. Заполнение анкеты у нас заняло, наверное, минут 30. Достаточно быстро, все это происходит онлайн. Там вы в рамках одной семьи заводите заявку. То есть есть главный, так скажем, член семьи, да, там, и неважно, вы на него заводите, и к нему уже прикрепляете второго. Все это можно сделать одной заявкой. Туда какие там основные данные? Ну, там все просто, да, наверное, паспортные данные. Нужно будет написать ДНИ тоже малышка вашего ребенка, если вы подаете заявку именно по рождению ребенка. И после этого нам на почту пришли квитанции. Квитанции об оплате госпошлин. Мы сходили, их оплатили в разных банках. Нам пришли каждому по 3 квитанции на 300, 6 тысяч и 20 тысяч песо. Мы их оплатили, и очень быстро. Здесь, на самом деле, нужно сказать, вообще Одно из самых быстрых действий. одно из самых быстрых, да. Но надо сказать, что я все думала, что у нас госуслуги там работают, да, достаточно мобильно. Здесь тоже все быстро, потому что мы пришли, например, в банк, и нам отсканировали по штрих-коду, быстро оплатили, и это все прикрепилось сразу в систему. То есть система уже считала, что у нас прошла оплата по этому штрих-коду и провела нас на следующий этап. И мы перешли уже на подкрепление документов, которые необходимо вот именно предоставить в оригиналах при подаче на ДНИ уже здесь, в миграционной службе. Мы их все прикрепили онлайн. Это паспорта с переводом официального переводчика. Здесь мы тоже занимались этим заранее. Дальше это легализация, да, этого паспорта. Потом это ДНИ ребенка, опять же, со свидетельством о рождении. Это справка о несудимости из России, тоже с переводом и легализацией. И все. Да. Справка о несудимости в Аргентине, которую нужно тоже заказать. Это можно сделать тоже онлайн. И еще мы сходили в полицию и получили здесь тоже домисилио, да, по-испански. И тоже это прикрепили, эту справку. Все это делается довольно быстро, хотя, казалось бы, сначала очень внушительный список документов, но ту же справку в полиции мы получили сразу. Мы пришли, предоставили адрес проживания, можно принести с собой договор аренды, где вы проживаете в этой квартире, и сразу нам эту справку написали и отдали. Вот.
Но мы забыли предоставить справку о несудимости из Аргентины. Нам Вот. сказали потом. Да. Предоставить. Что тоже классно. Я вот удивилась, думала, что нас сейчас отправят просто домой обратно. Нам нужно будет снова приходить в миграционную службу. Но нам сказали, что все можно сделать онлайн, в эту же анкету, зайти на свое дело, по номеру дела, и онлайн прикрепить эту справку. Вот. Тоже этим займемся. Надеюсь, все удачно, успешно будет, потому что мы хотим побыстрее получить ДНИ и уже легализоваться. Но здесь нам сейчас дали временное прекарию. Ее можно будет продлять, пока вот мы ждем ДНИ, официальную уже карточку. Мы пока с прекарией. Да, дорогой? Да, так что сегодня очень много дел сделали. Сейчас будем обедать, отмечать этот момент и показывать вам прекрасные виды на город Буэнос-Айрес. Район Мар-дель-Плата. Ой, Мар-дель-Плата, это район. Заснимем Татьяну на этом прекрасном фоне Порто-Мадейро. И что, приступим. С нами Матео. Все с нами, все отлично. Ну что, мы будем закругляться на сегодня. Вызываем такси и едем домой. Матео с Танюшкой устали, гуляют. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Все, всем пока-пока. Адьос, амигос.